Приветствую, друзья! Сегодня я предлагаю рассмотреть еще одну из горячих новинок этой зимы – гибридные наушники Truefer Hexa, базирующиеся на 10-мм динамике, двух арматурных излучателях HRTF и высокочастотном драйвере WB-FK. Все они, как вы понимаете, фирменные. Кроме того, производитель сразу же знакомит нас с АЧХ данных наушников, графиком искажений и фазовой кривой. То есть ведет максимально открытую политику относительно заинтересованных меломанов. Что ж, буду измерять конкретно свой экземпляр, слушать и сравнивать с имеющимися у меня на руках конкурентами. Собственно, поехали! Пришли наушники в интересно оформленной картонной коробке с девочкой из какого-то аниме, наименованием модели, заводским графиком АЧХ и полным списком технических характеристик. Из важного отметим гибридную конструкцию с 10-мм динамика и 3 фирменных балансных арматур, в сумме дающих импеданс 20,5 Ом и чувствительность 120 дБ. В комплект нам положили инструкцию, гарантийный талон, бумажную подставку на стол, мягкий чехол из кожзаменителя, пару пенок и 2 набора силиконовых амбушюр разного диаметра сердечника. Амбушюры реально классные, и менять их не имеет никакого смысла. Кабель выглядит на свою цену, однако достаточно мягкий, плетеный, с угловым штекером на 3,5 мм и сопротивлением на каждой из жил, равным почти 1 Ому. Это как бы уже перебор, такой кабель есть смысл поменять. Сами Hexa в меру компактные, с пластиковой полупрозрачной внутренней частью и металлическим фейсплейтом. Из функциональных элементов здесь находится отверстие для компенсации, направленное вверх, и тоже пластиковый, довольно широкий звуковод с отверстиями под каждый из типов излучателей. Выглядит модель скромно, но прекрасно сидит, и звукоизоляция у нее отличная. Вот так это все, друзья, и выглядит. По измерениям у нас немного вальяжный импульс, небольшие расхождения между левым и правым каналом и искажение в пике, достигающее 1,36%. Не совсем то, что заявил производитель, но он, видимо, измерял при низких значениях громкости. Там действительно получается около 0,7%. Фаза ведет себя естественно, затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 80 и 100 миллисекундам почти без возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 8 дБ с очень пологим заходом на середину, чуть более выразительное выделение области разборчивости, акцент на 8 кГц для усиления резкости звучания. И все, дальше у нас все относительно ровно. С графиком от производителя мой совпал с точностью до пика на 8 кГц, у меня он немного выше. По амбушюрам особо отличий не вижу, все в пределах погрешности. Относительно использования сразу хочу предупредить, что наушникам нужно прям много мощности, пожалуй, даже больше, чем разнообразным планарным решениям. То есть использовать их с обычным аналоговым выходом смартфона, планшета или ноутбука не представляется возможным. Играть-то оно, конечно, будет, но полностью наушники не раскроет. Это очень важный момент, обратите на него внимание. Кабель менял на нормальный, он тут, друзья, ни при чем, просто вот такая модель. По характеру Hexa максимально собранные, подсушенные, скорее техничные. Настолько, что на их фоне даже Z-Creal Dawn кажутся супер сочными, объемными и потрясающе музыкальными. То есть плотный такой, словно стянутый в канаты звук. Не знаю, как это по-другому описать, но здесь хватает и массы, и ударности, и мелодики. Однако все направлено не на красоту, а на тотальную эффективность, что без сомнения оценят любители максимально техничной и агрессивной музыки, а также ценители нейтральности в джазе. Всего тут как бы хватает, но в своем немного ограниченном аспекте. Зато на скорости это звучит просто превосходно. Насыщенный текстурами бас, собранная, выразительная в меру музыкальная середина и абсолютно корректные верха, без лишнего акцента и даже легкого намека на грязь и сибилянты. При этом насадки с узким сердечником подсвечивают верхнюю часть диапазона, акцентируя нас на четкости и деталях, а с широким на нижний, делая звучание мягче, теплее и басовитее. Тут выбирайте на свой вкус, лично мне больше понравилось с узкими.
Интересно, что к этой подаче настолько быстро привыкаешь, что все остальное уже кажется каким-то раздутым и излишне сочным. То есть уже через 5-7 минут мне вполне хватает выразительности и мелодичности данной модели. Думается, ну куда уж больше эмоций или телеснее звук. Но беру Dawn и снова все становится на свои места. Hexa – это такой Брюс Ли, не сильно перекачанный, не красавец-модель, но при этом эталон эффективности в любом из смыслов. Особой прозрачности на всем диапазоне частот я тут не ощущаю, но и той самой однородной добавочной массы, как было у Moondrop Aria, тоже нет. Деталей более чем хватает, что и неудивительно, поскольку здесь целых 3 фирменных арматуры. Куда интереснее, что звучание на слух абсолютно однородное. Вот это они реально молодцы. Никаких границ или очевидного разрыва в характеристиках излучателей попросту нет. Я бы даже поспорил на то, что там трудится динамик или какой-то планарный драйвер. Вполне могу рекомендовать их как основные наушники на каждый день, особенно если вам нравится такой слегка подсушенный техничный звук с небольшим уклоном в нейтральность и прорисовку нюансов. Красиво звучат, ничего не могу сказать, но немного непривычно, если напрямую сравнивать с какой-нибудь другой моделью. Сцена, как обычно, сильно в глубину не уходит, при этом все инструменты отличаются хорошей четкостью и точностью позиционирования. Тембрально к наушникам также вопросов нет, все точно и корректно. Что могу сказать? Отличные наушники, но со своим особенным характером. Уверен, многие найдут в них то, чего им всегда не хватало. Особенно те, кто больше про скорость разделения и уровень прорисовки материала. В этом им, на мой взгляд, просто нет равных в своей ценовой категории. Кстати, даже относительно ровная часть нижней середины не помешала наушникам передать тот самый жирок на ритм секции. Не сказать, что количественно его много, но вполне хватает. И что еще важнее, нет этих назойливых ударов по тарелочкам. То есть все здесь прекрасно вписалось в общий звуковой почерк модели. Итогом гибридные наушники Trufer Hexa однозначно радуют. Удобная посадка, отличным комплектом амбушюр, удобоваримым, хотя и довольно спорным кабелем и очень интересным характером звучания, которое тут в меру детальное, собранное, с правильной добавочной массой, глубиной и выразительностью. Тюнинговали их, видимо, на максимально качественную работу с разнообразными скоростными жанрами. Здесь все прямо заточено на разделение, динамику и отработку атак и затуханий. Причем все это не забыли сдобрить толикой мелодичности, нотками теплоты и максимумом драйва. Если вы любите что-то тяжелое и агрессивное, это точно ваши наушники. Да что говорить, мне даже джаз в них зашел, тем самым поднимая их по универсальности на одну ступень с Moondrop Kata. Из недочетов, увы, здесь нет абсолютной прозрачности, бас не шибко глубоко заходит, и середина скорее подсушенная, то есть без особого объема. При этом всего тут хватает, и все играет на ту самую максимальную эффективность. Однозначно рекомендую рокерам, брутальным электронщикам и металлистам. Реально зачетные ушки, друзья, вам понравятся. А на этом у меня все. Это были наушники Trufer Hexa. Всем добра. Подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем добра!